Подумать только, каждая из 8 планет нашей Солнечной системы — это совершенно отдельный, загадочный мир. Но что же на самом деле скрывается под их густыми облаками, испещренными кратерами, поверхностями и гигантскими ледяными шапками? Что ж, приготовьтесь, мы с вами отправляемся в беспрецедентное путешествие к самому сердцу этих миров, чтобы раскрыть их главные тайны. Итак, наша экспедиция начинается. Мы проследуем по маршруту от нашего пылающего Солнца до самых ледяных окраин, где в вечном сумраке вращается Нептун. И по пути мы заглянем в самые недра каждого небесного тела, чтобы понять, из чего же они состоят. И вот она, наша отправная точка. Самое сердце Солнечной системы. Гигантский шар из кипящей плазмы, который правит всем вокруг. Но что же скрыто в его ослепительном, сияющем центре? Наше погружение начинается прямо в ядре, настоящем термоядерном реакторе, где температура достигает 15 миллионов градусов. Только вдумайтесь, потребуется 170 тысяч лет, чтобы энергия отсюда пробилась сквозь плотнейшую зону лучей. А выше, в конвективной зоне, кипящие потоки плазмы поднимаются к видимой поверхности, фотосфере. И над всем этим простирается призрачная корона, раскаленная до 2 миллионов градусов. Пора улетать, пока мы не испарились. Ну что ж, мы покидаем окрестности звезды и направляемся к первым планетам на нашем пути. Это так называемые внутренние миры, твердые и каменистые, выкованные из металла и силикатов. И вот наша первая остановка — Меркурий. Он самая маленькая из внутренних планет, но при этом почти такая же плотная, как Земля. А причина кроется в его гигантском металлическом сердце. Вы только представьте, ядро занимает целых 85% всего объема этой планеты. Но самое интересное вот в чем. Недавние исследования предполагают, что ядро Меркурия неоднородно. Очень возможно, что у него есть твердый внутренний стержень, который окружен жидким металлом. А что насчет атмосферы? Ну, ее, можно сказать, и нет. Солнечный ветер просто-напросто сдувает тончайшую газовую оболочку прямо в космос. Следующая остановка — Венера, и ее не зря называют настоящим адом Солнечной системы. Чтобы ощутить давление на ее поверхности, просто представьте, что вы погрузились в океан здесь, на Земле, на глубину почти в километр. Оно просто раздавит все живое. Ядро Венеры, оно просто огромное. Его диаметр почти равен расстоянию от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. И это раскаленное металлическое сердце окружено мантией из расплавленной породы и тонкой, но твердой застывшей корой. И вот мы наконец-то добрались до дома. Земля — самая плотная планета во всей Солнечной системе. Давайте же посмотрим, как она устроена изнутри. В самом центре нашей планеты находится твердое железо-никелевое ядро, размером почти с Луну. Вокруг него буквально плещется целый океан жидкого металла. Это внешнее ядро, раскаленное до температуры поверхности Солнца. А выше простирается гигантская мантия, которая составляет 84% всего объема Земли. Поверхность нашей планеты — это не монолит. Наша кора разбита на гигантские тектонические плиты, и они дрейфуют со скоростью, с какой растут наши ногти. Именно это медленное, почти незаметное движение и позволяет глубинному теплу ядра вырываться наружу. Что ж, пора двигаться дальше, к Красной планете. Внутри Марса скрывается ядро из железа, никеля и серы, но в отличие от Земли, оно почти застыло. И это остывшее сердце имеет для планеты просто катастрофические последствия. Из-за своего неподвижного ядра Марс практически лишен глобального магнитного поля, которое защищает Землю. Его собственное поле — лишь жалкий отголосок, всего 0,01% от земного, а выше ядра находится мантия, которую ученые описывают как нечто похожее на мягкую каменистую зубную пасту. А теперь мы покидаем твердую почву внутренних миров и входим в настоящее царство колоссов. Здесь, среди газовых гигантов, привычные нам законы физики действуют совершенно иначе. Юпитер — эта планета настолько огромна, что если бы она была всего в 80 раз массивнее, то вспыхнула бы и превратилась в звезду. И даже не пытайтесь на него приземлиться, у него просто нет твердой поверхности. 35 тысяч градусов по Цельсию. Только представьте, такая жара царит в центре Юпитера. Но что именно находится в этой адской печи, до сих пор одна из главных загадок Солнечной системы. Может, это плотный шар из камня или океан жидких металлов, а может нечто, что продолжает плавиться и формироваться по сей день. Давайте спустимся глубже в атмосферу Юпитера.
Давление здесь становится настолько чудовищным, что сжимает водород в экзотическую жидкость, так называемый металлический водород. Этот странный материал течет и проводит электричество словно расплавленный металл и существует только в недрах газовых гигантов. Добро пожаловать на Сатурн, самую неплотную планету Солнечной системы. Она настолько легкая, что если бы нашелся достаточно большой океан, она могла бы в нем плавать. Невероятно, правда? Только послушайте, ветры на экваторе Сатурна несутся со сверхзвуковой скоростью, которая достигает почти 1800 км в час. Внутреннее строение планеты во многом напоминает Юпитер. Предположительно, в центре находится каменное ядро, окруженное слоем металлического водорода. И вот начинается последний этап нашего путешествия. Мы направляемся к холодным, далеким и невероятно загадочным ледяным гигантам. Наш следующий мир — Уран. Ледяной гигант, который буквально лежит на боку. И в отличие от Юпитера и Сатурна, он состоит в основном не из газа, а из замерзших веществ, так называемых льдов. Его небольшое каменное ядро, по меркам гигантов, довольно холодное, всего 5000 градусов. Но не думайте, что мантия Урана — это тот лед, к которому мы привыкли. Совсем нет. Это гигантский океан из горячей плотной жидкости, смеси воды, аммиака и метана. И этот странный океан составляет целых 80% всей массы планеты. А свой фирменный сине-зеленый оттенок Урану придает метан в верхних слоях атмосферы. И вот он, наш финальный пункт назначения. Нептун — самое ветреное место в Солнечной системе, где облака замерзшего метана несутся со скоростью почти 2000 км в час. Его твердое ядро из железа и металлов в 1,5 раза массивнее ядра всей нашей Земли. Но самое невероятное скрыто глубоко внутри. Мантия Нептуна — это горячая, плотная жидкость, которая в 15 раз массивнее земной. А астрономы даже предполагают, вы только вдумайтесь, что на глубине около 7000 километров может существовать целый слой из настоящих твердых алмазов. Вот и все. Наша экспедиция завершена. От огненного сердца Солнца до алмазных глубин Нептуна мы увидели, что каждый мир в нашей системе абсолютно уникален и полон тайн. И это, пожалуй, рождает главный вопрос. Если столько невероятного разнообразия скрыто на нашем космическом заднем дворе, какие же невообразимые чудеса ждут нас там, за его пределами?